Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я расскажу вам об умных часах Samsung Galaxy Watch 6 Classic. И вначале напомню, что у меня на канале было до этого 109 умных часов и 109 обзоров вы можете лицезреть. Но самое важное, наверное, что моя политика в первую очередь всегда это не хороший ли девайс или нет. Разумеется, Samsung плохие часы не делают умные, это факт. А есть ли альтернативы? Так вот, если у вас никогда не было умных устройств, для вас, повторяюсь, всегда один выход. Всегда вы покупаете сначала какой-нибудь фитнес-браслет, Xiaomi Mi Band 7, Huawei Band 7, любой бренда. Ходите с ним и решаете, нужны ли вам умные часы или нет. Второй вопрос. Если у вас есть Samsung Watch 4 или 5, вам шестые точно не нужны. Хотя чем-то они стали лучше, экраном, безель механический и остальные приблуды, по большому счету, отличия в первую очередь для вас будут в том, что они очень сильно потеряли в автономности. Да, может быть, экран стал слегка побольше, но поверьте мне, сходите в магазин, прикиньте для себя, стоит ли вообще про это думать. Теперь самое главное, третий момент, чтобы вместо них сразу вот сходу до обзора я бы на вашем месте рассмотрел к покупке Huawei Watch GT 3 Pro. Самый покупаемый гаджет на нескольких наших площадках ритейла. Почему? Потому что за адекватные деньги, в 2 раза ниже стоимость, вы получаете не худший функционал, лучшую олеофобку и, скажем так, user experience, то есть опыт по использованию умных часов, которые ничуть не уступают Samsung, может быть, в каких-то моментах. Понятно, это не четверка, у Huawei четверка стоит значительно дороже. Понятно, что здесь определенный функционал урезан, и Huawei я всегда ругаю, если это касается смартфонов. Если касается аксессуаров, повторяюсь, что у них лучшие наушники и лучшие часы в категории цена-качество. И стоимость, и то, что вы получаете на выходе. Watch 6 Classic были очень крутыми, и если бы не их автономность, наверное, вход бы был чуть-чуть другой. Если вы заинтересованы в покупке данного девайса, напоминаю, что 95% девайсов, которые вы видите на моем канале, я покупаю сам для себя. Так вот, по поводу 6 Classic история проста. На них очень много скидок во всем ритейле, это раз. И 2, там еще и много кэшбэков. Но я думаю, вы поняли, о чем я. То есть, в принципе, вы можете их купить, поиспользовать и потом продать даже с выгодой для себя. Главное, подходить к покупке с головой. Девайс очень классный, в отрыве от цены и от конкурентов. Просто супер, безель волшебный. Смотрим. Распаковка. Поставляется новинка в белой упаковке из плотного картона. Выглядит она презентабельно, но в целом ничего нового, просто качественная упаковка. На ней есть название и изображение модели, а остальные части расположили краткие характеристики. В принципе, как всегда. В комплекте мы имеем подробное руководство пользователя, магнитное зарядное устройство без пинов, но оно не разборное, ко всему с кабелем Type-C. И для многих это будет проблема. Лучше бы USB-A сделали, а еще великолепно бы было, если бы разборное было, правда? Магниты, удерживающие сами смарт-часы на зарядном устройстве, хороший, но в подвешенном состоянии заряжать я бы их не стал. Последнее, что мы имеем, это сами смарт-часы с ремешком, сменного ремешка в комплекте нет. Весят смарт-часы с ремешком 86 граммов, размеры 47 на 46 на 13 миллиметров. Ремешок быстросъемный, тактильно очень приятный на 20 миллиметров. Летим дальше. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте, что еще разыгрывается Honor Magic Ultimate 5, да и в принципе в описании посмотрите. Не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Всем, кто подпишется на этот канал, огромное спасибо, как и за просмотр. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. На выбор есть 47 и 43 миллиметра. Расцветок серая, черная, во всяком случае на данный момент. У меня на руках Wi-Fi, GPS, Bluetooth версия, а также есть версия с LTE. Дизайн смарт-часов лично мне очень нравится, выглядят они солидно, несмотря на то, что ремешок не кожаный. Корпус выполнен из нержавеющей стали, а с фронту сапфировое стекло. Но олеофобное покрытие, по моему мнению, плохое. У Huawei Watch 4 Pro олеофобка была гораздо лучше. Сборка и качество материалов топовое, качество ремешка отличное. Запястье под ремешком не потеет, и ко всему оно не натирает. Застежка ремешка классическая, не как в 5 Pro, выполнена она из металла. Крепление ремешка новое, удобное.
удобная, снять ремешок не составит труда. Необходимо нажать на кнопки, которые находятся на самом ремешке. И все. При носке 6 Classic ощущаются только первые пару дней, спать в них комфортно, за что плюс, как и за то, что во время моего использования они внешне никак не пострадали. Далее на корпусе расположили краткую информацию, область для зарядки, датчики мониторинга здоровья, динамика, микрофон. Из датчиков на борту акселерометр, барометр, датчик биоимпедансного анализа, датчик анализа ЭКГ, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла, инфракрасный датчик температуры, который, к слову, в 5 Pro обещают активировать с новой прошивкой, датчик внешней освещенности и оптический датчик сердечного ритма. Данная модель пульс может измерять постоянно, каждые 10 минут или вручную. Уровень стресса измеряется также в автоматическом или в ручном режиме. Есть автоизмерение SPO2 во время сна, а днем оно измеряется вручную, что, как по мне, совсем не соответствует цене. Также можно включить автоматическое измерение температуры во время сна. Сон мониторит часы отлично, как и все фазы сна с дневным сном. Также есть обнаружение храпа. Для измерения температуры разных предметов необходимо установить приложение, которое, к слову, в стоке почему-то не установлено. Работает это дело не совсем корректно, часто результат измерения далек от правды. Опять же, помним, что часы свежие, еще допилят. Из полезного есть еще анализ состава тела, прикладываем 2 пальца к кнопкам и измеряем состав тела для дальнейшего анализа. Понятно, что все это дело приблизительно. Настроить все эти функции можно прямо с часов или через приложение. ЭКГ и артериальное давление стандартно запрашивают установку приложения Samsung Health Monitor, которое имеет автоматическое определение модели смартфона. Если это не Samsung, то оно не запускается. Но есть способы запустить и без этого, но вот так. Конечно, я тестировал в паре с Samsung, но большую часть времени 6 Classic были у меня привязаны к OnePlus 10T. Что касается измерения ЭКГ и артериального давления, то тут все просто. Чисто для справки использовать данные функции можно, но чтобы действительно следить за здоровьем, нужно измерять специальными приборами, а не смарт-часами. Все это, как говорится, курам насмех. По всем остальным измерениям вопросов к часам нет, часы показали себя достойно в этом плане. Также на корпусе есть тонкое механическое колесико с насечками, тот же безель, за что от меня отдельное спасибо, так как это куда удобнее, чем сенсорное кольцо. Хотя, опять же, есть те, кому сенсорное кольцо более удобно, потому что можно на него надеть чехол, и оно все равно будет функционировать. На механическом безеле так не сделаешь. Звук прокрутки не громкий, его можно использовать как антистресс. И многие так и будут делать. Хотя дорогой антистресс получается, если навернется. Далее есть 2 механические кнопки, ход кнопок хороший. Переназначить команды на кнопки возможность есть. Есть одиночное нажатие, двойное нажатие, удержание и не только. Также удобно использовать жесты для управления, а для того, чтобы без проблем использовать экран в зимнее время года, есть режим в перчатках. Летим дальше. С фронтальной части у нас находится Super AMOLED дисплей на 1,5 дюйма с разрешением 480 на 480 точек. Скроллинг плавный, без рывков, рамки у экрана вообще не видны, что круто, как и то, что экран утоплен. Яркости экрану в любых сценариях использования достаточно, запас яркости есть и большой. Автояркость на борту и работает она корректно, Always on Display на борту, стиль AOD зависит от циферблата, ко всему AOD также может измерять яркость в зависимости от освещения. Время до отключения экрана максимум 1 минута, а минимум 15 секунд, что неплохо. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает быстро и стабильно, также можно включить экран касанием и прокруткой кольца. В настройках можно настроить шрифт, возврат к приложению, настроить режим сон или режим театра, также есть блокировка в воде, блокировка пин-кодом, настройка жестов, настройка функции уведомления при отключении, специальные функции не только. По свайпам с главного экрана сверху вниз это панель быстрого доступа, которую можно открыть, даже если находиться в каком-нибудь приложении. Свайп снизу вверх это меню, свайп слева направо уведомления, а справа налево виджеты, которые можно настроить под себя, как и меню и панель быстрого доступа. Удобно, что в меню можно создавать папки, просто перетащив одно приложение на другое. И в меню есть стандартное приложение, а также можно воспользоваться Play Market, чтобы установить различные сторонние приложения. Галерея на борту, как и музыкальный плеер, на смарт-часы можно загружать фотографии и музыку. Из интересного в меню есть функции недавно открытые приложения, Google карты, компас, телефонная книга, погода с полноценным прогнозом погоды, календарь с событиями, напоминания, которые можно добавлять прямо со смарт-часов, калькулятор, Samsung The Global Goals и так далее. Летим дальше. Установлен здесь двухъядерный процессор Exynos W930 с тактовой частотой в 1,4 ГГц. Понятно, что ничего не поменялось с прошлой версии, просто 0,2 ГГц добавили тому же процессору и все. Оперативной памяти на борту 2 ГБ, внутренней 16 ГБ, а доступно 6 ГБ из нее. Операционная система One UI Watch 5.0 на базе Android Wear версии 4.0. Во время использования сильных тормозов или лагов я не встречал. Работает система довольно быстро. В целом я приятно удивлен, насколько хорошо оптимизировано ПО. Хотя и обновы прилетают часто, значит много чего исправляется и однозначно в лучшую сторону.
сторону. Bluetooth установлен в версии 5.3, почти самый последний, во всяком случае самый последний из тех, что в железке вставляют. Подключить Bluetooth наушники можно, а вот нагрудный датчик пока что не подключить. Во всяком случае Polar H10 не подключается. NFC-модуль на борту можно завести MirPay, но это делается через ADB. Пошаговых инструкций в интернете просто море. Samsung Pay в России не работает так же, как и голосовой ассистент Bixby. Также отмечу, что можно устанавливать и другие приложения через ADB, к примеру, игры, Watch Face и подобное. Wi-Fi поддерживается двухдиапазонный на 2,4 ГГц и на 5 ГГц. В стоке есть функция экстренные ситуации и обнаружение падения для вызова помощи. Далее автоопределение активности на борту, как и отслеживание плавания, разумеется. Настроек для тренировок достаточно, я бы сказал, что их хватает для тех людей, которые ведут здоровый образ жизни, но точно не для профессиональных спортсменов. 6 Classic имеет GPS, GLONASS, Beidou и Galileo для навигации. Местоположение определяется быстро. Погрешность в построенном маршруте после тренировки есть, но она незначительная. Шагомер отрабатывает хорошо. Загружать маршруты на часы нельзя, как и включать обратный маршрут, но тренировки можно включать в фоновом режиме. Опять же, возможно, вы найдете программу, в которой можно все это будет делать, но в стоке пока так. Далее, звонить через часы можно отвечать на звонки быстрыми заготовками. Микрофон, как и динамик, показал себя отлично. Уведомления приходят моментально, иконки, фото пользователей и фото в уведомлениях, смайлики, все отображается. Видео, к сожалению, еще просматривать нельзя. Отвечать на смс можно, используя клавиатуру, смайлики, быстрые заготовки, голосовой ввод и письменный ввод. Клавиатура для меня лично удобная, только с английским языком, так как она полноценная. Но хорошо, что есть автоподбор, что упрощает в целом набор текста. Вибромотор настраиваемый и тактильно приятный. Он один из лучших, которые я встречал в умных часах. Емкость аккумулятора 425 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 20 минут, быстрая зарядка на борту и за 15 минут набегает около 40%. Также отмечу, что данная модель имеет беспроводную зарядку, просто кладем на беспроводную зарядку и заряжаем. В обыкновенном сценарии использования с включенным AOD 6 Classic живут у меня около суток. Без включенного AOD 100% заряда хватит максимум на двое суток, что, как по мне, учитывая функционал, неплохо, но, скажем так, в некоторых сценариях использования их вам хватит на часов только 13. Нужно это понимать. Водонепроницаемость 5 атмосфер, IP68, MIL STD 810H. Не советую с ними купаться в соленой воде или ходить в баню. Для примера, я окунал их в воду, по итогу с ними ничего не произошло. К слову, и за время моего использования они также не раз погружались в воду, с ними все в порядке. Отмечу, что данная модель может работать как в паре с Android-устройствами, так и с iOS. Основное приложение для работы смарт-часов в паре со смартфоном называется Galaxy Wearable. В нем есть магазин с циферблатами, которых, как по мне, достаточно. Ко всему есть анимированные, персонализированные, кликабельные циферблаты мини-игры и много еще каких циферблатов. Также в приложении есть стандартные настройки устройства, обновление прошивки, и мне оно уже прилетало аж 2 раза. Приложение в паре со смарт-часами работает корректно. Минусы: нельзя подключить нагрудный датчик напрямую, во всяком случае у меня не получилось. Малое время автономной работы, нельзя загружать маршрут, плохое олеофобное покрытие относительно хуавеевских часов. И измерение температуры очень специфически полезно. Понятно, что многие говорят, что оно полезно для определения цикла у женщин. По большому счету, для остальных вещей я не знаю, как применить этот датчик. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Знайте, вы и просмотром, и всеми остальными активностями очень сильно помогаете проекту. Резюмирую, Samsung Watch 6 Classic по большей части отличные смарт-часы для данной операционной системы. Конечно, если не брать во внимание время автономной работы. По мне, если у вас есть 5-я версия или 5 Pro, смысла их покупать нет. По мне, если у вас до этого не было никаких умных часов, то лучше приобретать какие-нибудь браслеты Mi Band 7, 8, лучше 7, потому что там есть русский язык, и понять, нужно ли вам это вообще. И к таким часам нужно приходить только когда у вас уже есть опыт ношения умных гаджетов. Возможно, они вам не нужны, повторяюсь. Для меня данной автономности в принципе достаточно, но для многих разряд с 0 до сотки за одни сутки может показаться диким. Разумеется, в следующей версии они опять сделают автономность дня 3. Но если получится у вас, как у меня, допустим, я когда их приобретал, приобрести их с какой-нибудь очуменной скидкой еще и баллами сверху, почему бы и нет. От меня девайсу однозначное да. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.